Телеканал ICTV. Очередная серия раззомбирования. Природа против империи зла. Стихия убивает Россию. Я не шучу, это такой заголовок. Ну, за убивающую стихии ближе к ночи, а сейчас поговорим о правдивости подачи информации. Мы ждем от вас помощи. Помогите нам, пожалуйста. Как быстро пожар распространялся, Надя? Это единственный вопрос, который интересовал действующего президента России. Люди в ужасе, ведь они чудом остались живы. Это единственный вопрос, который интересовал президента России на той самой пресс-конференции 16 апреля, когда ему позвонила женщина, ну вернее, она уже была записана, пустили запись женщины, которая пострадала от этих пожаров. Это единственный вопрос, который интересовал президента России. Так рассказывают украинским телезрителям. Это единственный вопрос, который интересовал действующего президента России. Можно по-разному относиться к президенту России, но это не единственный вопрос, который его интересовал. Для того, чтобы это доказать, надо просто посмотреть оригинальное видео. Чудо! Распространялся. Это видеосообщение, Владимир. Ну ладно. Значит, 10 тысяч рублей должны быть выплачены всем пострадавшим. 1 миллион рублей должен быть выплачен семьям погибших. 100 тысяч рублей должно быть выплачено тем, кто полностью утратил свое имущество. Из расчета на члена семьи, Владимир Владимирович. Да. Четвертое. 50 тысяч рублей тем, кто утратил имущество частично. Ущерба здоровью 200 тысяч рублей. В случае тяжелых последствий со здоровьем 400 тысяч рублей. Нужно будет где-то 2400 домов построить. Вы не утомились? Нет? Ну просто я показываю. Это единственный вопрос. Вот его просто интересовало, как быстро распространялся пожар. И все. Восстановить все дома, построить к 1 сентября текущего года. Видите, это единственный вопрос, который интересовал Путина. Как быстро распространялся пожар. И все. Финита. На самом деле его интересовали другие вопросы. Но этого украинскому телезрителю не надо слышать. Можно просто оборвать пресс-конференцию, как в том фильме «Сделай мне монтаж». Чикс и показать. Смотрите, женщина рыдает, он ей задал вопрос не впопад, да? А дальше там переключился на обсуждение чего-то там. Ну а теперь займемся стихией, которая уничтожает Россию. Не Россию, империю зла. В итоге затопленными оказались 6 поселков. В деревне Игреково затопленными оказались все дома. А это ни много ни мало. И вот смотрите, на самом-то деле уничтожает. Пронеслась колесница карающая, зеница глянула сурово, слезы пролились на землю и затопила землю всю. Плачут все, это боженька, боженька наказывает их. Не будем в предание старины глубоко уходить. 19 июня, Днепропетровск, город затоплен. Кременчуг, затопило даже супермаркет. 3 июля. 26 июня, Запорожье, затоплены дома, остановлено движение. 16 июня Западную Украину затопило. 23 июня затоплен Кривой Рог. О, прелесть какая. 2 июля Одесса затоплена. 15 июня Луцк затоплен. 27 июня Черкасы затоплены. Так что получается, не одна империя зла есть на свете, правда? Ну а теперь за фашистов, за выдуманных фашистов, которых нет. Если бы российские новости были честными, то большинство сюжетов про вымышленных фашистов Украины заменились бы вот такими историями. Если бы украинские новости были честными, то они не обрезали бы вот эту вот картинку. Чтобы люди успели рассмотреть, а что же там на ней? Ой, да там бойцы батальона Азов с портретом Гитлера. Может, это все ложь? А вот и сами вымышленные фашисты. Вот они отдыхают. А вот фотография, которую не показали на телеканале ICTV. Ну, не показали. Азов. Адольф Гитлер. Напоследок.
Невероятному терпению русского народа можно позавидовать. В Кремле хорошо знают эту особенность своей нации. Невероятному терпению украинского народа также нет объяснения. Этого абсолютно необъяснимо с логической точки зрения. В Киеве об этом прекрасно знают и прекрасно этим пользуются. В общем, подставляя везде Украина или там Киев, и можно смотреть передачу, как вроде бы о самих себе. Тема вот эта вот, что там у них, продолжает работать. Как работать, вы сами видите. На тяп-ляп что-либо слепили, сварили и подали. Ну, кушайте на здоровье. Правда, здоровья от этого не будет. Во всяком случае, вот здесь вот не прибавится.